Ватикан — город-государство длиной в несколько кварталов, который меньше многих торговых центров. И все же его влияние простирается дальше, чем границы империй. Сюда стекаются паломники, сюда обращены глаза миллиардов. Но за величием соборов и торжественными церемониями веками ходят слухи, что скрыто за этими стенами. Почему это место стало символом не только веры, но и власти? Базилика Святого Петра — сердце католического мира. Над ней возвышается купол, спроектированный Микеланджело. Под ней — древние склепы и архивы, куда допущены лишь избранные. В этих подземельях, как утверждают историки, хранятся документы, способные переписать не одну главу истории. Так говорят, и никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть. У Ватикана есть все, что имеет современное государство: дипломатия, армия, спецслужбы и даже собственный банк. Институт религиозных дел звучит почти безобидно. Но именно здесь, по словам исследователей, веками проходили самые закрытые финансовые операции Европы. Одни называют этот банк образцом экономической независимости, другие — тихой гаванью для денег и влияния. Правда, где-то посередине. Рядом с папским троном действуют древние ордена — иезуиты, мальтийцы, Opus Dei. Одни видят в них опору веры и просвещения, другие — сеть, опутавшую полмира. Они занимаются наукой, дипломатией, образованием. Они появляются там, где решаются судьбы. Совпадение или закономерность? В истории церкви не бывает случайных деталей. В середине XX века Ватикан вступает в эпоху перемен. Второй Ватиканский собор открывает двери миру. Звучат слова о единстве религий, о толерантности, о диалоге. Но для одних это стало символом обновления, а для других — тревожным сигналом. Ведь когда древняя структура меняет язык и облик, вопрос остается тем же: кто управляет изменением? В конце XX века на престол восходит новый папа. Внешне — скромный, доброжелательный, говорящий о мире и бедных. Но в кулуарах политики говорят: впервые за столетия у руля иезуит. Орден, который когда-то называли умом и мечом церкви. Совпадение? Возможно. Но символизм этого выбора заметили все. В это время мир погружается в цифровую эпоху. Глобализация стирает границы, деньги становятся виртуальными, информация — оружием. В этой новой реальности Ватикан продолжает оставаться центром, где переплетаются вера, традиция и власть. И в который раз возникает вопрос: кто наблюдает за наблюдающими? Но если современный Ватикан окутан тайнами, то его история полна теней. Одна из самых загадочных — судьба философа Джордана Бруно. Его имя стало символом столкновения мысли и догмы. Человек, осмелившийся сказать, что Вселенная бесконечна, а звезды — такие же солнца, как наше. Для церкви XVI века это звучало как вызов самой идее божественного порядка. Архивы Инквизиции рассказывают, что процесс Бруно длился 7 лет. Его не спешили казнить, пытались заставить отречься. Но он отказался. 17 февраля 1600 года на площади Кампо-де-Фьори в Риме его тело обратилось в пепел, а слова, приписываемые ему, разлетелись по векам. Вы, вероятно, с большим страхом выносите приговор, чем я принимаю его. Долгое время церковь молчала о нем. Только через века архивы Ватикана приоткрылись, и стало ясно: причина казни вовсе не астрономия, а идеи, ставившие под сомнение уникальность человека и границы мира. Для эпохи догм это было опаснее ереси. С тех пор вокруг Ватикана растет ореол загадочности. Что скрывают стены древней библиотеки, куда доступ имеют единицы?
что написано в манускриптах, которые не видел ни один посторонний взгляд. Легенды рассказывают о текстах, в которых хранится знание о других цивилизациях, о забытых учениях и тайнах начала времен. Так это или нет, никто не знает. Но легенды продолжают жить, потому что Ватикан — это не просто храм и не просто государство, это символ власти над смыслом. А смысл, как и вера, это то, что не измерить цифрами. Он живет в тайне. И, может быть, именно поэтому Ватикан остается самым загадочным местом на Земле. Говорят, Ватикан — это не только духовное сердце католического мира, но и хранилище человеческой памяти. Под улицами Рима, за дверями, которые открываются лишь по особым пропускам, раскинулись архивы, куда на протяжении веков стекались документы императоров, философов, святых и еретиков. Их называют апостольским архивом. Когда-то он именовался проще — секретным. Сегодня это слово стараются не произносить. Архив насчитывает километры полок. Рукописи на латинском, древнегреческом, арабском, итальянском. Письма Галилея и Микеланджело. Договоры с монархами, донесения миссионеров. Каждая папка — кусочек мозаики, из которой складывается история цивилизации. Лишь единицы получают разрешение увидеть эти страницы. Ученые, дипломаты, священники. Для остальных архив остается закрытым, как дверь в прошлое. Существуют легенды. Якобы в глубине архива есть залы, где лежат манускрипты, никогда не переводившиеся на современные языки. Одни говорят, что там записаны знания древних жрецов Египта, другие, что спрятаны тексты, рассказывающие о первых столетиях христианства, отличных от канонической версии. Это, конечно, только догадки, но в мире, где каждое слово может изменить веру миллионов, тишина порой красноречивее любых признаний. Секреты архива переплетаются с судьбой Джордано Бруно. В этих подвалах среди пергаментов и печатей сохранились протоколы его допросов. 7 лет. 7 лет он спорил с инквизиторами. Для них он был монахом-отступником, для себя — искателем истины. Он говорил, что Вселенная бесконечна, что звезды — такие же Солнца, а значит, где-то могут существовать и другие миры, возможно, с живыми существами, неведомыми человеку. Для конца XVI века это звучало как богохульство, ведь если миров бесконечно много, то человек — не венец творения, а лишь часть бескрайнего космоса. А если душа может переходить из тела в тело, из мира в мир, то рушится сама идея вечного суда. Инквизиция не могла этого позволить, но Бруно не отступил. Его слова оказались вызовом не только церкви, но и привычному миру. «Бог велик», — говорил он, — «и творение его не имеет границ». Эти слова звучали как молитва и приговор одновременно. В феврале 1600 года его вывели на площадь Кампо-де-Фьори. Толпа шумела, священник держал крест. Бруно молчал. Когда ему поднесли распятие, он отвернулся. И тогда огонь поглотил тело, оставив лишь имя, которое будет жить веками. Сегодня его статуя стоит на том самом месте. Каменный взгляд обращен не к небу и не к земле, куда-то дальше, в бесконечность, о которой он говорил. И кажется, будто сам Рим теперь смотрит на него с уважением и страхом, ведь идеи не горят, как бы ни старались те, кто зажигает костры. Ватикан спустя столетия признал, что процесс над Бруно был трагической страницей истории. Но архивы того времени открыты не полностью. Возможно, где-то среди свитков и папирусов все еще лежат записи, которые могли бы пролить свет на то, что именно говорил философ в свои последние дни. Библиотека Ватикана — это отдельный мир. Более миллиона книг, редчайшие манускрипты, труды по астрономии, теологии, медицине, искусству.
Для ученых она — сокровищница. Для романтиков — лабиринт, в котором хранится знание о прошлом человечества. Кто-то говорит, что там можно найти тексты, которые никогда не увидят свет. Но, может быть, именно эта тайна и делает их такими ценными. Легенды приписывают Ватикану и другие загадки. Например, что среди астрономических инструментов его обсерватории есть телескоп, устремленный к звездам не только ради науки, но и ради ответа на вечный вопрос, одиноки ли мы во Вселенной. Не случайно официальные представители церкви не отрицают возможность существования иных форм жизни. Они говорят, если Бог безграничен, то и его творение не может иметь границ. Эта мысль возвращает нас к Бруно. Прошло более 4 столетий, а его идеи звучат современно. Он верил, что истина не принадлежит никому, что вера и знание — не враги, а две стороны одного поиска. Возможно, именно этого больше всего боялась церковь. Не разрушение догм, а пробуждение разума. Ведь разум, Аидо, — это тоже свет, а свет всегда стремится проникнуть туда, где темно. Что же скрывает Ватикан? Может быть, вовсе не тайные заговоры и не ритуалы, а самое простое — признание того, что истина многогранна, что человек способен искать Бога сам, без посредников, что Вселенная бесконечна, а потому в ней есть место для всех, и для веры, и для сомнения. И пока над Римом поднимается купол собора Святого Петра, а под ним, в тени архивов, спят рукописи, одна вещь остается неизменной — сила тайны. Потому что именно она заставляет нас снова и снова искать ответы. В этом и заключается главное наследие Ватикана — хранить не только веру, но и вопросы, на которые человечество до сих пор не решилось ответить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.